my song. You are the well, the one I'm drawing from. Alongside a raging river. Вы идете вдоль бушующей реки. Lots of rocks, lots of rapids. Вода хлещется, а камни много вот таких вот опасных мест. You're just thinking to yourself, not really paying attention to anything. А вы идете и о чем-то своем думаете, ни на что не обращаете внимания. And you hear a scream. И вдруг вы слышите крик. And you look around and you see out in the middle of the water there's a child trying to hang on to a rock. Вы начинаете озираться, и вдруг вы видите посреди реки ребенка, который пытается держаться за камень. You realize at any moment this child could be taken downstream and lose his life. И вы понимаете, что вот-вот он сорвется, он не выдержит, река унесет его вниз, и он погибнет. You hear another scream. Но вы слышите одновременно еще один крик. And then you realize that child, that's your child. И вы тогда понимаете, что это кричит ваш ребенок. Your child is hanging on for his life. Вы понимаете, что это ваш ребенок сейчас вот так вот держится изо всех сил, чтобы не погибнуть. A terrible situation has gotten even more terrible. То есть и так ситуация была ужасная, а она стала еще ужаснее. What do you do? Что вы сделаете? Бросимся туда. Ну, во-первых, дам себе премию «Отец года», а во-вторых, повелу спасать. That seem like the obvious thing to do? Ну, для всех так как бы очевидно такое решение. That's not what you do. На самом деле вы не это сделаете. What you do is nothing. На самом деле вы ничего не делаете. You tell yourself that yes, this is an important situation. Представьте, вы ничего не делаете. Вы сидите и говорите, да, какой важный момент, ответственный. I'll come back later and see how it's going. Но я пойду, а потом вернусь и посмотрю, что произойдет. So you keep walking, you look at your phone. То есть вы ничего не сделали, вы идете дальше, на телефон свой смотрите. I'll rescue my child tomorrow. И думаете о себе, я спасу ребенка своего, ну завтра. That's what you would do, right? Вот так, да, вы бы поступили, вот так бы действия развивались, правильно? In Ephesians 5, Ефесянам 5 глава. Paul shares with the Christians some important words on how we are to live. Павел делится с христианами очень важными мыслями о том, как мы должны жить. Very important advice here, instruction. Он дает здесь очень важный совет, очень важные наставления. Let's read chapter 5, verses 15 through 17. Давайте прочтем 5 глава с 15 по 17. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. In this context, this whole section, Paul's telling them to walk as children of light, to stay away from darkness. Здесь, в этом разделе, Павел говорит им о том, что они должны поступать как чада света, что они не должны ходить путями тьмы. And here he gives them 4 specific instructions. И здесь он дает им 4 конкретных наставления. Walk carefully. Он говорит, поступайте осторожно, Value the time. цените время или дорожите временем, Don't live thoughtlessly. не живите нерассудительно And then try to understand what God's will for и you is. старайтесь понять волю Божью в отношении вас. These are very important instructions for all Christians everywhere. Это важное наставление для всех христиан, где бы они ни жили. And we would all be blessed if we focused on these every day. И мы бы все получали бы большое благословение, если бы каждый день об этом думали, старались так жить. But here on the last day of your first week at UBI, I want to apply it to your time here. Но сегодня последний день, да, вашей первой недели нового семестра в УБИ, поэтому я хочу применить этот стих сегодня к вам, этот отрывок сегодня к вам. During your 2 years at UBI, walk carefully. В течение 2 лет обучения в УБИ поступайте осторожно.
value the time you have. Дорожите временем, которое у вас есть. Think about how you're living your life. И задумывайтесь о том, как вы живете. That is, live on purpose, not just on accident or whatever То comes есть up. живите целеустремленно, а не так, ну, как получится, ну, сделаю, что получится. Seek to understand what God's will for you is. И стремитесь познавать волю Божью в отношении вас. And not just in your life at large, what does God want with your life, but in your everyday. What's God's will for you today? И не просто в общем масштабе, да, Божья воля в отношении всей моей жизни, но старайтесь познать Божью волю каждый день в отношении вашей жизни. I really like the phrase here, value the time. Но особенно мне нравится здесь фраза «дорожить временем». In the original Greek, the word means redeem. В греческом языке, на языке оригинала, слово «дорожить» на самом деле переводится дословно как «искупить». That is what Jesus did for us. То есть это то же, что Иисус сделал для нас. Paul is telling Christians, rescue the time, get Павел it back. говорит христианам: спасайте время, искупайте его, назад его себе получите. Time is probably our most limited resource. Вы знаете, время один из самых ограниченных наших ресурсов. It cannot be saved, Его нельзя сохранить, накопить. and we all only have a certain number of minutes we're going to live. И каждому отведено конкретное число минут, которые мы проживем. Time really should be one of our most valued, precious possessions. Поэтому на самом деле, да, мы должны ценить время как одно из самых больших ценностей, которые у нас в жизни есть. So when we recognize that our time is being wasted, Поэтому если мы с вами понимаем, что попусту тратим свое время, you would think that it would strike fear into our heart, то разве не должно это вселить нам страх в наше сердце? that we would do everything in our power to rescue it? Когда мы осознали, что мы впустую тратим время, разве этот страх не должен побудить нас спасти это время, которое мы теряем? But for some Но reason, почему-то we often hear that cry for help from our precious time, мы слышим порой вот этот крик о помощи, наше время вопит к нам, просит о помощи. we look up, we realize what's happening, И мы как бы видим, что происходит. we get worried И мы даже немножечко волнуемся. for a second, Так, секундочку, поволновались. and then we tell ourselves, И потом говорим себе: we'll rescue it later. нормально, позже я время свое спасу. We'll come back tomorrow and see how it's going. Завтра приду, посмотрю, что будет. Meanwhile, our most valuable gift in our physical life is being swept down a rushing river. А в это время самый дорогой дар, который Бог нам здесь, в этой физической жизни, в этой земной жизни подарил, время вот так вот стекает по этой реке вниз в никуда. Studying here at UBI, you have a unique opportunity to do something only other people can dream about. Знаете, обучаясь здесь 2 года в УБИ, вы получили возможность заняться тем, о чем многие люди могут только мечтать. But I want to encourage you not to think about this time here as a vacation at an all-inclusive spiritual resort. Но я вас прошу, пожалуйста, не воспринимайте это время здесь как просто отдых, как будто вы куда-то приехали на какой-то курорт, где все включено. This is more like spiritual boot camp. Знаете, здесь это на самом деле, вот как знаете, как армейский лагерь подготовки. A process that will challenge you and will be uncomfortable, Здесь будет такой процесс для вас, который будет тяжелым, But- от которого вам будет неуютно, неудобно. but if you give yourself to the uncomfortable process, Но если вы полностью как бы посвятите себя этому процессу, хотя вам будет и нелегко, и неуютно, you will come out at the other side more fit, more ready for the battle than you've ever been. то выйдете вы отсюда более подготовленными, в лучшей форме и более готовыми к битве, в которой вы сражаетесь. A famous American missionary who lost his life in South America in the 1950s В 1950-х годах один очень известный американский миссионер погиб, ведя миссионерскую работу в Африке, in South America. извините, в Южной Америке. He said, "Wherever you are, be all there."
Знаете, вот у него есть такая фраза, которую он сказал. Он говорит, где бы вы ни находились, находитесь там на все 100%. То есть мысленно тоже там находитесь. Live to the full of every situation that you believe is the will of God. И в любой ситуации, которую вы считаете волей Божьей для вас, проживайте ее по полной. So I want to encourage you, challenge you. Хочу вас сегодня и ободрить, и определенный вызов такой вам бросить. Don't waste your time here by doing lesser things. Не теряйте здесь время, растрачиваясь на что-то попусту. Don't take the precious gift of 2 years of time and squander it. Не возьмите этот дар, это время, этот 2-летний период и не просто его потратьте впустую. Like prodigal son did with his father's inheritance. Не расточите его, как это сделал блудный сын, когда получил наследство от отца. Walk carefully. Но поступайте осторожно, Live thoughtfully. живите рассудительно, Seek God's will for your life. ищите Божью волю для своей жизни And redeem the time you have. и искупляйте время, которое вам ответит.